Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Тут есть импресска, и я вот под одним из своих роликов, по-моему, под вчерашним говорил, если честно, не помню, под каким роликом говорил, но я хочу попробовать записать инсектоидов, потому что мне там под предыдущим, по-моему, короче, я не помню, под каким роликом я говорил по поводу инсектоидов, но я это говорил, там мне комментарии написали: Саня, запиши. Саня будет записывать, поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, дня. Не забудь поставить свой лайк. Даже если это инсеки, не забудь поставить свой лайк. Комментарий, естественно, тоже оставь. Но если не подписан, то подпишись. И на мой телеграм-канал тоже подпишись. Итак, сразу хочу вас предупредить, ребята. Перед тем, как будете смотреть этот ролик, вау, то подготовьте мыло, дезинфицирующие средства и все такое, потому что после просмотра этого ролика вам придется пойти хорошенечко так помыть руки, и не только, потому что инсектоиды — это самая мерзкая сборка, и я никому не рекомендую на ней играть. Это самая тупая сборка, самая легкая сборка, в которой просто нужно, ну, 0 мозгов, как бы без обид, но 0 мозгов, чтобы на ней просто играть. Даже в самой худшей ситуации ты будешь спокойно заходить в топ-3. А что это? А что это такое? А можно еще клевер? Спасибо. Походу, ребят, здесь будет маршрут перестроен. Но вы это видели? Мне пришел Тинкер в 2 звезды, и еще нефритовый генерал. И все это на 3-м раунде. Это, конечно, не гоблин-убийца, но я надеюсь, что гоблин-убийца сейчас придет в течение следующих раундов. Я его тупо поставлю и получу еще сверху 3 монетки. На самом деле, здесь игра для шаманов обалденная. Может, я и на шаманах в этой игре сыграю. Кстати, я хотел вас предупредить, что, возможно, на канале будет довольно-таки часто повторяющийся контент в плане того, что будет, ну, наверное, 2 ролика подряд, 3 ролика подряд. Одна и та же сборка. Почему? Потому что все причины вы прекрасно знаете и все такое. Вот. И что-то я еще хотел такое сказать вам. Вот прям хотел. Хотел и что-то по поводу инсектоидов хотел. Или не инсектоидов. Или пан. Что-то. Короче, у меня была мысль в голове. И перед тем, как... Ну, короче, значит, неважно. Если вспомню, то вспомню и скажу. Хорошие условия себе придумал. Блин, я не знаю, что брать, если честно, из предметов. Кристалл Божьего Посланника — это дичь. А вот, в принципе, жетон Отступника неплохая вещь будет, потому что на старте обычно очень много людей играют через гоблинов-мехов. И вот мало кто знает, что этот предмет работает на классу, либо же расу. И, соответственно, на 50% больше урона вы даете. Да, у меня никаких предметов на ману реген нету, но ракетки нормально так выносят, если что. Ну, ого. А нормально меня там только Шалина под гримтача способность накастовала. Хорош. Вот. На 50% больше урона ваши ракетки будут наносить. Это прям огромная цифра на самом-то деле. Типа плюс 150 урона по гоблинам, когда у вас ракетка 300 урона дает. Ну, как бы выбор очевиден, да? Сильно. Это очень сильно. Ну, пока что. Стол у меня вроде бы самый сильный из всех. Если я соберу раннего нефритового генерала себе в 2 звезды, о, там такая пляска начнется. Может быть, даже я просто забуду за этих инсектоидов и тупо буду играть на пандах. Ну, если будут панды хорошо идти. Мы это сейчас посмотрим, потому что на 3-м раунде мне панда пришла. В обоих пандах у меня по клеверу. Кто вдруг не знает, что делает клевер, то клевер увеличивает шанс выпадения. Точнее, не шанс выпадения, а шанс срабатывания синергии пандаманов. Там, по-моему, не 12% будет, а 15% у вас, короче, будет. Как это работает, тут клевера, как работает? Вот шанс выпадения пан сейчас, по-моему, 10%. А, подождите, 10%. Вот. Короче, 10% умножаете на 0,25. Получаете там четверть. Короче, на 4 делите, получаете четверть, добавляете к 10% и получаете шанс 12%. Вот так вот. 12,5%. Вот. Вкусно? Вкусно. Вот. Вот так вот. Итак, клевер работает почти на все синергии, которые имеют вероятность срабатывания. То есть синергия духов, синергия рыцарей, охотников, пандаменов. И вроде бы все. Но если есть еще какие-то синергии, которые на срабатывание, то напишите в комменты, потому что, если честно, сейчас так не припомню. Но, по-моему, я все назвал. Ну ладно. А на самом деле, если бы мне на 3-м раунде упал нефритовый генерал, хитрец, и все это до 10-го раунда собралось в 2 звезды, то забейте.
Хитрец это такая лютая панда. Это Void Spirit из Доты. И эта панда просто разрыв... I've one husband, 2 kids, and I'm a magic user, not a magic fountain. Ребята, это нечто. Скорее всего, здесь будет игра на пандах. Скорее всего. Я надеюсь, что эта игра будет на пандах, на самом деле. Ну, мы сейчас будем смотреть, понимаете? Я еще не уверен в том, что это будет игра на пандах, потому что мне сейчас могут панды как бы прийти, а потом панды такие резко. Мы сваливаем. Отсюда далеко и надолго. Там еще, кстати, реликвия яиц есть, и реликвия Маморы есть, и хаотичный договор есть. Если все получится, то я хаотичный договор себе возьму, если у меня хороший винстрик будет. Получу предмет 3-го тира. Короче, цемочка, прости, прощай. Хускар. Кстати, Хускара лучше Хускара взять, как по мне. Ну да, возьму Хускара, поставлю Хускара. Все-таки у него хороший ХП-реген, он нормально так выжигает, помимо всего. Мартретка. Блин, на самом деле, сейчас Мартретка довольно-таки сильная. Но сколько бы я ни пытался ее записывать, времени у меня в обрез, чтобы ее записывать, но сколько бы я ни пытался ее записать, у меня тупо не получалось ее реализовать ни в какую. Она тупо не шла, либо же у меня такие киберкотлеты были в игре, что ну их в баню. Ой, кстати, тут гоблин-убийца довольно-таки сильный, с башером, с молниями. Если ракетки полетят как надо, будет хорошо, если ракетки полетят как не надо, будет плохо. Ну, логично, да? Так, 500 урона от гоблина, хорошо. Ракетки. 450 урона чисто в табло тебе. Вкусно. Лови поцелуйчик воздушный. Опа, чирик. Ставим цветту. Потому что в этой игре есть импресска. Есть огромная вероятность, что мне упадет импресска с помощью панд. Ну как огромная вероятность? Вероятность такова. Возможно. А где мой гоблин-убийца? Я хочу прям мажорванить в этой игре. Мне нужен гоблин-убийца. Я хочу быть мажором. Я хочу деньги. Мне нужны деньги. Хочу гоблина-убийцу реализовать, получить 3 монетки, продать его, получить по итогу 6 монеток за него. Вкусно? Вкусно. Сейчас, если упадет хаотичный договор, я беру хаотичный договор. Кстати, Клокверка возьму. Или не возьму? Или возьму? Возьму. Это халявный ролл, на 10-м раунде поставлю. В любом случае, я ж уровень возьму. У меня будет 6-й на то время. На самом деле я могу поставить себе этих 3 шамана, хотел сказать 6 шаманов. Уже поехал в будущее, понимаете? 6 шаманов собираюсь ставить на 10-м раунде. А вы прикиньте, поставить 6 шаманов на 10-м раунде. То есть вы играете через панды, вам падает солнечный шаман, падает импресска, и падает дизраптор и нефритовый генерал. И при этом еще и 2 других шамана есть. Вот на мгновение просто представьте это, что у вас на 10-м раунде фулл шаманы. И 2 легендарки, и нефритовый генерал, и все прям в куче. Это же торба. Да не, если бы я такое увидел, я бы сразу бы ливнул из игры. Хоть я и прекрасно понимаю, что шаманы это полная рандомная рулетка, но увидеть 6 шаманов таких на 10-м раунде... Помянем. Помянем. Ну, серьезно. Ладно. Короче, давайте так. Если я буду играть в этой игре на инсеках, то я, соответственно, вам расскажу, что, к чему и как. Ну, короче, как играть на инсеках расскажу. Но это будет позже. Тут мне, кстати, хаотичный договор упал, просто под заказ. Это хорошо. Пивная панда пришла. Чисто мастер пива. Сразу вспомнил игру World of Tanks, когда сказал за мастера пива. Волшебную палочку Гарри Поттера я пока что закину в тень. Хотя, может, и выральнуть, там клевер найти. Или пусть будет пока что. Мне, на самом деле, и клевер, и блинк нужен. Я могу, пожалуйста, поставить себе 3 шамана. У меня будет довольно-таки сильный стол. О, стандартная сборочка через Марси и эльфов. Только у него еще синергия кунг-фу сверху. Кстати, я, по-моему, здесь проиграл.
Ну да, там тренд все выхилил, прикиньте. Просто ракетки летят не туда, куда надо. Боже, да куда ты ракетки свои пускаешь? Был бы... Короче, был бы я на его месте, вражеский бы тинкер в меня тупо ракетки бы с другой карты, с другой игры начал бы кидать. Ладно, ставим шаманчиков. Я думаю, надо ролить. Фу, сегодня это что-то так жарко. Но это, наверное, жарко из-за того, что 2 дня дожди идут. Но спасибо, что это хотя бы хан. А я что-то не понял, а где мои эмоции делись? Я хотел поставить ему лайк, но по итогу у меня, ну, этих эмоций нет. Почему? Кто-то может мне объяснить, почему, по какой причине? То есть, когда я захожу к противнику на стол, я обычно классал нашего шампаниста и появлялись, типа, какие-то эмоции. Там, сковородка, лайки и тому подобное. И вот я хотел ему лайк прожать. Типа, чил хана нашел себе с панды. Хорош. Просто такой тигр-лев. Боже, настроение, конечно, у меня такое игривое. Просто у меня хороший старт, понимаете? Если бы у меня не было такого хорошего старта, такого бы настроения у меня точно бы не было. У меня было бы настроение разорвать все и выкинуть в окно. Не, ну это жестко. Он поставил себе пан. А прикиньте, что он сделал. Он поставил себе хан, ну этого, горно-убийцу, поставил себе цветку, и панда ему тупо принесла этого хана. А могла ей привезти импреску. Если бы она привезла ему импреску, это было бы нечто. О, тут чел обезьяну в Мамору засунул. Давай, сейчас на скиллухе в 3 звезды ее пораньше вытащи. Чтобы, ну, все в порядке было. Кстати, чел будет играть на шаманах. Ну, я так понимаю, здесь много будет людей играть на шаманах. Тогда мы будем играть на инсеках. На самом деле, вот игра на инсеках. Ну, сборки легче, я думаю, тупо нет. Там просто даже без мать насекомого ты можешь спокойно делать себе условного Керри Алхимика и тупо играть вот через синергию Кира и Керри Алхимика и вот использовать тех инсеков, которые у тебя есть. Но если тебе упала мать насекомая, то ты можешь усилить свой билд в разы. Типа, настолько уж... Может, мне этот баф людей не нужен? Гуляй лесом. Не нужен мне этот баф людей. Так вот. Это настолько легкая сборка, что в освоении, что в реализации. Тупо играя на инсеках, можно даже в самой плохой игре спокойно заходить в топ-3. Очень легкая сборка. Вот чел там вообще кунку нашел себе нормально. Так, ну, чилит. Хорошо чилит. Не, ну мне грех жаловаться. У меня такие, ну, у меня тоже хороший стол. Но у меня на самом деле как-то панды перестали падать вообще. Что-то панд даже и не видно. И вот ЦМ-ка с маской берсерка. Какая же это жиза. Яйцо. О, Эмбер. Вкусно, вкусно. Это вкусно. Я думаю, стоит сейчас вот так вот сделать. Поставить себе баф мехов. Поставить себе на одну панду больше. А могу я 8 взять? Вообще могу. Берем 8. У меня 8 уровень на 15 раунде, прикиньте. И продаем пивную панду. Почему я так сделал? Потому что за центрального моба я получу 2 монетки, а за побочных мобов я получу по 1 монетке. Кайф? Кайф. Так. Пока непонятно, что будет идти. Вроде бы как бы и на пандах хочется поиграть, а вроде бы хочется и инсеков показать, которых я обещал показать. Примкну к темной стороне силы. Но знаете, чтобы быть истинным инь-янь, ты должен знать как темную сторону силы, так и светлую сторону силы. Поэтому грех не сыграть на инсеках, да? На самом деле на инсеках можно такие цифры выдавать, такие игры камбэкать. Но это просто самая тупая сборка, на которой, ну реально, ну вообще ничего не надо этой сборке. Барабан. Блин, там арканцы упали. Я вот хочу арканцы взять, потому что есть же импреска. Я хочу под импреску взять арканцы.
Я в своем предыдущем ролике показывал, когда играл через синергию дубликатов, через синергию цвет чистых, насколько там можно просто реализовать эту сборку. И, кстати, кто не видел эту игру, я рекомендую ее посмотреть. Поверьте, там такая эпичная игра, что прям дух завораживает. Во-первых, завораживает эта красота, во-вторых, дух завораживает. И эпичность не менее. Просто эпичность прям вообще там 10 из 10. Поэтому, кто не видел предыдущий ролик с дубликатами, я рекомендую посмотреть. Вот серьезно. Не поленитесь, зайдите, посмотрите, и я уверен, что вы не потратите ни минуты своего времени зря. Уверен в этом. На 200%. Ну, кстати, по-моему, я человека этого не снесу, да? Сларка моего гасит. Ой, наоборот, Сларк гасит моего Тинкера. Ну да, ну да, ну да. Ну ладно. Я так надеялся, что это упадет нефритовый генерал. Ой, нефритовый генерал. Я так надеялся, что это импресска упадет. Ну ладно, это тоже хорошо. Но я думаю все-таки взять арканцы. Потому что арканцы потом я хрен найду. Берем, короче. А чё так много предметов стало? Клевер. Роквены, кстати, мне тоже понадобится под импресску. Это нам надо. По-любому надо. 3 клевера я закинул. Все. Так, вот такую расстановку делаем. Вот так вот даже сделаю. Чтобы до цвет доставал арканцами. Так, а чел здесь собирается играть, так понимаю, на пунфу плюс звери, а не через синергию эльфов. Интересно, необычно. Да, чел там на магах плюс драконах меня прям удивляет. У него сильный стол. Кстати, солнечный шаман пришел на секундочку. На секундочку. Сильно. У чела не забрал только что винстрик, потому что у него хаотичный договор. Но у меня уже скоро 9 уровень будет. Жалко, здесь нету аптечки священника. Я бы мог свое хп на 20 раунде разменивать, чтобы взять себе как минимум 11 уровень. Но если я поставлю хитреца туда, то не факт, что он будет доставать все равно. Потому что он может на шаг сразу вперед прыгнуть, и яроконцы уйдут в молоко. Поэтому так делать не будем. Так делать мы не будем. Я надеюсь, я его вынесу. Потому что, ну, у него кунг, на самом деле, он такой жесткий. Кидай камни! Да! Просто цветки на лицо прыгнули, присели. Берем Дума. Дум мне в инсеках пригодится. Дум это хорошо. Антимаг там уже. Да, там чел будет на шаманах играть. Антимага уже нашел. Вообще на инсеках можно по-разному играть. В зависимости от вашего воображения и то, как вам будет приходить. Но лучше и самое всего эффективнее сборка это все-таки когда есть импресска и у вас есть чен, контроль всякий, антимаг. Ну, короче, сейчас мы об этом поговорим. Я еще пока просто до конца не уверен, что я буду играть на инсеках. Вот серьезно. Не, ну какой сайленс, а? Цепись! Не бей! Пандочки мои, работайте! Стан, 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 еще стан, 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 перед смертью. Ох уж этот шаман лавы со своим спамом. Нормально, вынес. Так, 9 берем. Пришлось продать, если что, мне Дума, чтобы взять 9, потому что я хочу как можно быстрее выйти в 10. Это нам нужно сделать. Пока у меня есть хп, мне нужно идти в 10. Сейчас поставил себе синергию шаманов, чтобы у меня намного лучше сборочка работала. Как-то понадежнее, что ли, была бы сборка. Цвет на сдачу соберу в 3 звезды, если будет. Кстати, ребят, много мне пишут комментариев о том, что
цвета в 3 звезды почему-то не появляется дополнительно, если ты играешь через Мамору. То есть вы ее в Мамору закинули, в 3 звезды собралась Мамора, и почему-то цвета в 3 звезды дополнительно и не появилось. Ребят, это такая механика. Поэтому не закидывайте цвету в Мамору. Если закидываете, то только в 2 звезды ее, чтобы достать, и все. Потому что в 3 звезды это, ну, такое себе. Бесполезно. Больше бесполезно, чем полезно. Потому что, ну, бывают еще такие вопросы, типа, почему так? Хрень. Там, кстати, кто-то вертолета нашел. Дезолятор, спасибо, очень полезно. Сразу вижу. Полезный дезолятор. Так, арканцы перекидываем, если что, шамана лавы. А в нефритового генерала мы закидываем предметы, потому что мне нужно, чтобы он свои кирпичи кастовал. Как-никак, это 4 секунды стана по всем, по ком пройдется. Блин, там гоблин мех. Воу. Я очень надеюсь, что он не соберет себе мехов. И очень надеюсь, что он не начнет побеждать. Если он начнет побеждать, он может собрать себе там импресску в легкую и просто сидеть на импресске и выносить всех и вся. Да, такое может быть. Это будет печально. На самом деле, мне сейчас тоже хорошая реликвия упала, сумка пандаменов. Идеально будет работать под инсеков с минимальными вложениями. Я себе сделаю нужную сборку. Медуза упала. Жалко, конечно же, не антимаг. Упал бы мне сейчас антимаг, а не медуза. Я бы его вынес, а так я проиграл. Ну, вот так вот. Ну, спасибо хотя бы не на все лицо. И спасибо хотя бы, что не на фулл мехах он сидит. Если бы он сидел на фулл мехах, были бы проблемы. Так, 24 монетки осталось потратить, и я возьму себе 10-й. А потом начинаем потихоньку ролиться. ХП у меня достаточно, можно никуда не спешить. Хотя на самом деле есть... Ну, короче, я буду на инсеках играть, поэтому давайте сразу буду про инсеков вам рассказывать. В общем. Есть... Понял. АМК какой у тебя там? 6 из 9? Но я надеюсь, что он у тебя 6 из 9 просидит до 40-го плюс раунда, как это обычно бывает у меня. Очень на это надеюсь. Но по закону подлости он по-любому себе здесь обезьяну в 3 звезды соберет. И это будет та обезьяна, которая будет мою сборку просто фармить. Если что, обезьяна отлично фармит инсеков. Отлично. Особенно если вам упадет двойные клыки и БФ условный. Там просто забей. С такими предметами он аннигилирует. Без шансов аннигилирует. Пандамак упал. Но мне это не надо уже, если честно. Я 5 шаманов на самом деле отказался уже. 12 монет осталось. Ну, остался еще один раунд, и половину стола можно будет распродавать. Хитрецов распродаю, думов оставляю. Думы на самом деле это жесткие типы, поэтому, ребят, если есть возможность, собирайте думов. Думы нужны. Какой идеальный билд я вижу инсегов? Ну, эмпресска, естественно, в 2 звезды. И еще одна маленькая эмпресска. 2 дума в 2 звезды. Ну, такой, я сразу говорю, без легендарных фигур сейчас называю. 2 дума, 2 чена, 2 антимага, эмпресска, цветка. Ну, контроль, наверное, какой-то еще. Кунка условный, чтобы был. Обезьяну можно поставить тоже. Кого еще такого можно поставить? И все это, если что, под мать насекомой. То есть в каждом из таких героев должна быть мать насекомая. Потому что если не будет мать насекомая, обалдеть, мне еще хитрец пришел 2 звезды. Но это надо убирать. Не надо мне это. Мне это не надо. Скорпиончик нужен? Да я думаю, не нужен скорпиончик. А у меня ж этого нету. Как его там? Мать насекомая. Вот это я, конечно, гений. У меня же мать насекомого-то нет. Саня, ты гений. Саня, ты гений. Правда, не признанный. Надеюсь, что с 25-го раунда мне сейчас упадет мать насекомая с моба. Мне нужно, ну, хотя бы 2 сердца мать насекомых. А если прям говорить ультра-омега огромная сборка, то смотрите.
2 Чена. 2 Тайда. 2 Варлока даже. Вот Тайд либо Варлок. Лучше и тот, конечно. Можно вот даже... Ну, нет, Ченов надо оставить. 2 Чена, 2 Тайда, 2 Варлока. Эмпреска, 2 Инвокера. Там на самом деле ты... Короче, в зависимости от того, что вам идет. Все зависит лишь от вашего воображения. И Варлоки сильно. Спасибо, кстати, за мать насекомое. Я доволен, на самом деле, то, что к ранам пришло мать насекомое. 2 кунки пришло, хорошо. Так, это надо убирать. Я надеюсь, что у меня сейчас импреска уже придет. Мне очень нужна эта импреска. Так, Дизрач пришел. Дизрач, кстати, хорошо заходит под инсеков. Ладно, и Скорпиона придется брать. И Скорпионов придется брать. Цветы нужны чисто для того, чтобы у тебя было намного больше дубликатов на столе. И как работает синергия инсеков, сейчас объясню, только подождите секундочку. Сейчас посмотрим, что мне упадет. Хрень упала. Спасибо. Наследие Духа Огня. Я на самом деле хочу взять Наследие Духа Огня, потому что у меня будет импреска Керри. Антимаг, кстати. Кунка идет хорошо. Так, этого продаем. Бесполезный герой. Хотя на самом деле его можно было бы взять. Но я не хочу его брать. Ну, я не очень хочу его реализовывать, пытаться. Я думаю, все-таки Наследие Духа Огня надо взять. Берем, короче. Дума надо брать. Хан, хорошо, спасибо. Бруда, иди сюда. Дизрича пока что хаваем. Сейчас, предметов не беру. На самом деле у меня столько много предметов, хотя эти предметы мне вообще не заходят. Змейку не беру, она мне не нужна. Хотя на самом деле... Не, ну если Варлок будет, вот если Варлок будет в игре, то можно и Змейку взять, потому что это баф чернокнижников вместо Скорпиона поставить. Даже, наверное, так лучше делать. Блин, столько много всего, и на это все надо делать. Еще и мать насекомое не туда закинул. Надо было в кунку закинуть, потому что в нем предметы. Я закинул в Дума. Печально. Ой, там двойные клыки у Марси. Это такая заноза в одном месте, если честно. Инсектоидов жестко контрят. Это двойные клыки. Так, Чен, кстати. Я за Ченом совершенно забыл, что мне Чен нужен сборку. Так, Зевс сюда. 5 монет плюс сюда. Апгрейдим. Короче, надо выходить из инкама. Нет. Цветку я не буду кидать, если что. Спектра, кстати. Цветку я не буду кидать это яйцо. Не хочу, чтобы у меня... Ну, они как бы прикольные, когда вдвоем прыгают. А вот 2 кунки, кстати, мне больше нравятся. Все-таки это стан, это контроль. Плюс у меня сейчас дубликаты появятся. Кстати, надо вот так вот сделать. Потому что у меня сейчас одна цветка в это, скажите, в 2 звезды. Вот. Сейчас я немножко тут распетляю. И расскажу, как работает инсеки. Ой-ой-ой, кораблепад. Тайд был бы в шоке от того, что сколько кораблей тут летает. Думчик. Ой, Дизрыч. Хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Хорошо. А что убрать? Бруда еще одна. Никс. Хорошо. Какие горные вожди? Зачем вы мне нужны? Ну зачем ты ко мне приходишь? Объясни мне, пожалуйста. Блин, ну не надо ты мне. Эмпресску дайте. Да ты посмотри на это просто. Ну ты глянь. Ладно. Не время отчаиваться. Кунку я не буду, наверное, собирать в 3 звезды. Хотя, на самом деле, можно было бы его тупо собрать бы в 3 звезды, как огромный контроль. Хотя, я думаю, это бессмысленно.
Я серьезно думаю, что в этом нет никакого смысла, поэтому я не буду. Не буду. Не буду. Не. Хрень это. Все это. Еще есть. Еще есть. Еще есть перчатка 5-го тира. Ну все, смотрите, как он меня фармит. Просто он с перчаткой 5-го тира сейчас мне будет фармить легкую. Не, круто, конечно, когда Бруда закидывает свои миссы. Только круто это, когда она в 3 звезды, и когда в 3 звезды закидывает свои миссы. Ну, я не знаю, как я его вынес, но он меня будет фармить. Он очень рано нашел себе обезьяну в 3 звезды. Это прям проблема. Это огромная проблема. Да. Эмпрески нет, ну, такое себе. Ладно, короче, так поступим пока что. Вот против обезьяны будет нереально тяжело. Ну, еще маг-дракон может быть проблемой. Он, скорее всего, и будет проблемой, этот маг-дракон. Тут в игре просто есть Зевс, и если грамотный Зевс, там будет с двойными клыками, с посохом 3-го тира, и все такое будет проблема. Он меня, кстати, вынес. А вынес потому, что у меня, ну, не то переродилось, то, что хотелось бы. Если бы 3 кунки в 3 звезды переродилось, было бы хорошо. Не надо, это змейка. О, а это нам надо. Я, наверное, дизраптора буду собирать все-таки и буду тоже через дизраптора еще играть сверху. Нужна мне вообще это? Не нужна. Я, короче, ух ты. Я, короче, не буду собирать, если что. Ветку по прыгунью в 2 звезды ставить, потому что я в любом случае продавать буду одну. Вот это, короче, скипаю. Да, походу будет сейчас начинаться тот момент, когда я не смогу найти себе мать насекомое. Ничего страшного. И в любом случае это будет показательная игра, что даже если тебе не идет как надо, то все будет хорошо. Не переживай. Боже, как я хочу заорать на этот счет. То, что она ко мне пришла наконец-то. Это моя мана. Я еще наследие духа огня в нее закину, потому что это будет не только моя мана, это будет мой основной керри. Тот керри, который будет разваливать. И, ребят, сразу говорю, на инсеках можно играть и без цвет. Просто я здесь играю на цветах из-за того, что у меня есть в игре импреска. И просто с импреской намного все сильнее становится. Появляются дубликаты. Дубликаты появляются с предметами. Это, соответственно, еще жестче перерождение. Еще лучше. И у тебя есть жесткий керри, который вот прям, ну, наказывает. Вот серьезно наказывает. Я, кстати, хочу найти еще одну мать насекомое, и я продам Скорпиона. Он мне не нужен. Меня больше всего смущает эта обезьяна. Он будет душить. И очень жестко будет душить. Если Бруда будет кидать свою способность куда надо, то вообще никаких проблем. Но если Бруда не будет кидать способность туда, куда надо, то будут огромные проблемы. Огромнейшие проблемы. Марси меня тут, кстати, снесла. Хорошая Марси с двойными клыками, с отхилом. Короче, неприятная Марси для меня. У меня еще очень плохо инсеки перерождаются. Плохие инсеки. Но это тупо из-за того, что у меня нету мать насекомого нормального. Было бы у меня мать насекомая, 3 героях, которых мне необходимы, там такой был бы спам. Там бы позавидовал любой. Антимаг, кстати, отлично заходит в инсеках. Вот прям
от души залетает. Как влитой, как родной. Мне нужен Дум подольше. И мне нужно, чтобы Дум закидывался в обезьяну и так далее. Ну, я, кстати, закину мать насекомых в Дизраптора. Дизраптор с Сайленсом может помочь против обезьяны. Потому что обезьяна элементарно не будет кастовать свою палку под Сайленсом. Ну, это, соответственно, еще какой-никакой нунюк. Какой-никакой на урон. Я, кстати, возьму вот эту вот штучку сейчас. Все-таки какой-никакой это отхил будет. А можно мне мать насекомое упадет, пожалуйста? Ну, мага аннигилирую вообще без шансов. За мага тупо забудьте. Там помянем этого мага. Сколько мне... Ну, блин, это будет жестко. Это будет просто жестко. Чел на обезьяне там неприятный. Но от этого интереснее. Так, сейчас еще будет один раунд с сумкой. Надо будет те деньги, которые я получу, сролить. И надеяться на то, что мне придет то, что надо. Я буду палку ролить. Боже, один предмет остался. Один предмет остался. Сейчас, короче, знаете, что будет? Я ролю предмет. Мне предмет, мать насекомое, не приходит. И нажимаю рандом. И с рандома тоже не приходит мать насекомое. Да. Не то чтобы весело. Ну, весело. Ой, антимаг неприятный. Так, Дум. Ой, хорошо, Дум в Марсе зашел. О, боже. Боже, Дум, ты лучший. Просто какой красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, пока. Минус эльф. До свидания. Чтобы вы понимали, Дум с первой секунды закинул свой Думчик в Марсе. Вот это я понимаю подгон. Так, ну шо. До свидания. Мать насекомая, ничего себе. Текс. О, яйцо. Хорошо. Мог на самом деле Чена апнуть 2 звезды и поставить себе Чена. Двузвездочного и однозвездочного, что тоже было бы неплохо. Но я вот так вот сейчас сделаю. Я просто хочу Дума в 2 звезды еще поставить. На самом деле мне надо еще одно сердце мать насекомое. Еще чел Рики поставил грамотно. Ой, нет! Ну ты шелупунь. Ну сразу видно, там скилловик. 2 медальона, 2 палки. Красавчик. Ну зато мага, кстати, аннигилирую. У мага 1 хп остался. Но сейчас будет раунд с мобами. Пока спешить не буду с яйцом. Мне надо еще расстановку полностью переделать. Я надеюсь, что мне упадет сейчас какой-то обезоружь против МК. На самом деле, если упадет мне обезоружь против МК, ему торба. Если, конечно, он БКБ себе там не найдет. Если он найдет себе БКБ, то мне торба. Вот такая у нас с ним будет сейчас игра. Мне надо какой-то контроль, чтобы просто подышать немного. То есть, чтобы его обезоружить, и он как бы ничего не делал против меня. Кстати, еще одно мать насекомое. В Дума закину. И надо будет Никса продать. Но это попозже, пока что не буду продавать. Я просто бруду апну себе в 2 звезды. Поставлю бруду, Никса продам. У меня будет 4 инсека. И вот, кстати, сейчас объясню. Хрень. На самом деле мне сейчас упал ультра обалденный предмет. Бомбический предмет мне упал.
Цепочка, отличный предмет. Она будет лететь в обезьяну, и обезьяна не сможет кастовать свою палку. Вообще отлично, еще и Чен пришел так. Жалко, конечно, не в 2 звезды Чен пришел, но в принципе так пойдет. Яйцо пока тратить не буду, может еще и импресска придет сверху. Хотя это Чен. Ну, короче, возьму яйцо. Бруду я не буду апать пока что. Я, может, вместо бруды поставлю что-нибудь другое. Короче, как работают инсеки, я объясню чуть попозже. Давайте после катки объясню, как работают инсеки. Да, давайте после катки, чтобы я полностью сосредоточился на своей мысли, и все. Нормально там Чен. Ой, Чен, Зевс. А можно в Дума Зевс, пожалуйста? Просто у меня 2 дизраптора стоят под Думом. Обалденно. Ну, Хекс прилетел. Сдыхай. Все, до свидания. 1 хп у него. Покеда. Кстати, его там маг выносил. Это плохо. Это очень и очень плохо. Получается, маг выносил эту обезьяну. А я сейчас могу не вынести эту обезьяну. Сейчас эта обезьяна может меня вынести. У него еще и щит 5-го тира и криты. Но у меня есть цепочка. И надеемся, что эта цепочка полетит именно в обезьяну. Да и... Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Я хотел немного другой предмет. Ой, как хорошо. Цепочка полетела в обезьяну. Дум, пожалуйста. Ну, Дум туда, ну, Дум туда, ну. Все, Торба, Торба. Дум накиньте, Дум накиньте, Дум накиньте. Ой, хорошо, цепочка полетела. Все, Торба. Боже. На самом деле это было очень на тоненького. Если бы у него не было этой обезьяны в 3 звезды, и мне бы мать насекомое намного раньше пришло, ему было бы 100% Торба. Но я отдам еще и, кстати, почтение и уважение вот этого магу, он нереально огромный. Но Челу с обезьяной повезло. Просто если бы не обезьяна в 3 звезды, ему была бы Торба еще раньше. Или хотя бы сейчас бы. Вот на этом моменте бы Дум просто полетел бы в обезьяну, и Дизраптор бы накинул свой сайленс на эту обезьяну. Все, там бы чел не смог оставить свою палку, и там ГГВП было бы. Так, ребята, лайк ставим, комментарий ставим, подписываемся, не стесняемся. И на мой телеграм-канал тоже подписываемся. Я там обещал, что объясню, как работают инсеки. Объясняю на примере. У вас есть змейка, есть скорпион, есть бруда. Вот. Бруда умирает, она будет отталкиваться от бруды, которая самая дорогая у вас на столе, то есть 2-звездочная, да. Вот приведем условия, у вас есть 1-звездочная бруда и 2-звездочная бруда. 1-звездочная бруда умирает, отталкивается от 2-звездочной бруды, перерождается рандомная фигура из всего пула инсеков. То есть она переродится либо же в 3-звездочную змейку, либо же в 3-звездочного скорпиона. Продолжительность ее жизни тоже будет рандомная. И, соответственно, когда в это время будут умирать скорпионы, змейки и тому подобное, если, допустим, ну, давайте представим, что из этой бруды вылупилась змейка в 3 звезды. Умирает змейка одной звезды, она будет отталкиваться от самой дорогой фигуры, то есть от переродившейся вот этой вот фигуры в 3 звезды. И, соответственно, когда она будет отталкиваться, есть вероятность, что у вас появится фиолетовая фигура в 3 звезды. Сильно? Очень сильно. Но на самом деле там иногда еще кривая такая механика, потому что иногда почему-то не 3-звездочные фиолетки появляются. Ну, это очень криво работает как-то. Но она там тупо рандомно работает. Иногда тебе может упасть чен в 3 звезды, а иногда тебе чен в 2 звезды вылупится. Это рандомно. Я не знаю, с чем это связано. Либо же очень криво работает механика, либо что. Не знаю. Я множество раз сыграл на инсеках, чтобы проверить, как оно что работает. Но я таки не понял вот эту вот математику их. Вообще не понял, как работает это перерождение. Если кто-то шарит более подробно, напишите в комментариях. И если что, по поводу вот того, что шапку закидывать в инсеках, именно в того, от кого будет отталкиваться, это грамотное будет решение, это работает на инсеках. Сумка Пандамана, если что, никак не влияет на цену продажи, оно будет все как надо перерождаться. То есть не в дешевые фигуры, а в дорогие. Короче, там как надо будет цена продажи.
И вот по поводу трехзвездочных фигур фиолета, почему я говорю, что это тупо рандом. Я делал с шапкой и без шапки, это тупо рандом. Вот так вот. Ну, в принципе, вы все сами прекрасно видели. Можно играть и без цвет. Можно играть просто через инсеков. Можно тупо играть через мать насекомое. Можно тупо играть через алхимика. Делаете себе алхимика, закидываете в него предметы. Даже не паритесь насчет мать насекомое. Если упала мать насекомое, классно. Берете этот предмет, закидываете себе условного чена, чтобы алхимик хавал его, и с этого чена вылуплялся, там, вылуплялась какая-то фигура. Упало 2 мать насекомых. Берете, ставите алхимика, он хавает 2 фигуры, с них, соответственно, перевоплощаются те 2 фигуры, которые вот, в которых лежит предмет мать насекомое. И, кстати, самый главный момент. Ваши фигуры с мать насекомым не должны умирать. Они должны жить до конца, потому что если они умирают, то, соответственно, они пропадают из пула инсеков. А пока они живут, они находятся в пуле инсеков. Вот так это работает. И Чен, кстати, очень сильный в этой сборке, потому что если Чен присумонит какую-то фигуру, допустим, там змейку в 3 звезды, да, если он сам присумонился в 3 звезды, она, во-первых, будет вечная, а во-вторых, все ваши живые инсеки будут отталкиваться от текущей змейки. Это вообще трэш. И он может еще и Чена присумонить трехзвездочного. То есть он перевоплотился в трехзвездочного Чена, он еще Чена 3 звезды может призвать. Ну, короче, там спам нереальный. Я уже на инсеках много раз это показывал. Вот. В принципе, все. Все остальное я сказал. Всем спасибо огромное за просмотр и всем удачи.